Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике продолжение разбора компании сектора здравоохранения, индустрии планов страхования, компания Humana. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры компании Humana и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте знакомимся с компанией. Данные по компаниям я смотрю из годового отчета за финансовый год по форме 10К, в котором представлено достаточно много информации по компании, ее рискам, слияниям и поглощениям, дивидендам, обратному выкупу акций и многое другое. Также я рассматриваю квартальные отчеты, где она также рассказывает об изменениях. С данными отчетами вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте Комитета ценных бумаг США sec.gov. И если вы хотите, чтобы ваша девушка или жена крепко уснула, то обязательно прочитайте ей вслух отчет 10К. Она непременно это сделает. Итак, компания Humana – это американская компания, специализирующаяся на медицинском страховании. Основана она в 1961 году. В истории компании встречались неудачные сделки по ее приобретению такими компаниями, как United Health и Aetna. Данные сделки были заблокированы и не были согласованы на федеральном уровне США. Более того, компанию Aetna не так давно купила CVS Health. Обзор по данной компании вы можете увидеть на моем канале. Обязательно посмотрите это видео, если еще этого не сделали. Теперь давайте посмотрим на ключевые параметры бизнеса Humana. По итогам работы за 2020 год 83% выручки получено за счет контрактов с федеральным правительством, программа Medicare. То есть она серьезно зависит от правительства США, различных программ здравоохранения, страхования здоровья и принятых законов, которые регулируют эту сферу. Бизнес компании состоит из 3 отчетных сегментов: розничная торговля, групповые и специализированные услуги и медицинские услуги. Как видно по данной таблице, 88% общей выручки компании Humana получает за счет сегмента Medicare. Как было упомянуто ранее, Medicare – это федеральная программа для частных планов медицинского страхования, в которой компания участвует уже более 30 лет и создала в ней национальное присутствие, предлагая по крайней мере один тип плана Medicare во всех 50 штатах США. Эта программа предоставляет лицам в возрасте 65 лет и старше и некоторым инвалидам в возрасте до 65 лет определенные медицинские страховые пособия. Стоит отметить, что управляет программой Medicare Министерство здравоохранения и социальных служб США. Что касается рисков, с которыми компания сталкивается и которые могут повлиять на будущие финансовые потоки, то она их приводит в своем отчете 10К. Вот некоторые из них. Коммерческая деятельность Humana подлежит существенному регулированию со стороны государства. На будущие результаты компании влияют принятые меры Министерства здравоохранения США, которые относятся к программе Medicare. Бизнес-модель Humana подстроена под данную программу, и любые изменения, в том числе принятые законы и различные регулирования, могут существенно повлиять на доходы компании и, как следствие, дальнейшие расходы в части соблюдения тех или иных регулирующих требований. Также компания указывает на присущий рейтинг ей 4 звезды, который дает на получение премиальных бонусов в планах Medicare. Потеря рейтинга также может сказаться на получении более гибких условий, отрицательно повлиять на преимущества, которые дает данная программа, что в конечном итоге отобразится на финансовых результатах компании. Также аптечный бизнес компании, который является высококонкурентным, подвержен рискам, связанным с нормативными актами и цепочкой поставок, изменением цен на лекарственные препараты. Безусловно, компания в результате своей деятельности сталкивается с теми или иными рисками. При анализе компании
Нам важно помнить о них, а также немаловажную роль играет фундаментальная устойчивость, перспектива развития, рост свободного денежного потока и многие другие факторы. Давайте теперь ознакомимся с приобретениями. В 2020 году Humana купила частную компанию Enclara Healthcare, одну из крупнейших аптек для хосписов и поставщиков услуг по управлению льготами, за 709 миллионов долларов. Также в 2020 году Humana заключила стратегическое соглашение с организацией первичной медицинской помощи. Партнерство открыло 20 центров первичной медицинской помощи в течение 2020 года. И, как ожидается, откроет еще 30 центров в течение следующих лет. Далее приобретение, которое было завершено 17 августа 2021 года, Humana купила компанию Kindred at Home, крупнейшего в США поставщика услуг по уходу на дому и хоспису. С добавлением Kindred at Home Humana теперь является крупнейшим в стране поставщиком услуг на дому, что значительно усиливает ее способность предоставлять высококачественную медицинскую помощь для человека. Медицинские услуги на дому интегрируются в бизнес-модель Humana Home Solution, начиная с 2022 года. Как видно, компания активно занимается инвестиционной деятельностью, расширяет свой бизнес, внедряет новые направления, безусловно данные направления в будущем периоде положительно скажутся на увеличении финансовых потоков. А теперь, друзья, давайте ознакомимся с финансовыми показателями компании. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд, чистая прибыль также растет. Свободный денежный поток растет, за последние 4 квартала видно заметное снижение свободного денежного потока, которое обусловлено приобретениями компаний и расширением бизнеса. Количество акций, находящихся в свободном обращении, снижается. По данному слайду все в норме, вопросов не возникает. Чистая маржинальность держится на одном уровне в пределах 3-4%. Рентабельность активов и инвестиций возрастает и находится на уровне выше среднего по отрасли. Что касается дивидендной доходности, то компания на протяжении последних 10 лет увеличивает дивидендные выплаты. В настоящее время дивидендная доходность составляет чуть менее 1%. Процент прибыли, которую компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 13%. Среднегодовой рост дивидендных выплат за последние 5 лет составляет 18%. Это потрясающий показатель. По долговой нагрузке по итогам работы за 2020 год она составляет 44% к собственному капиталу. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал последние 5 лет растет. В этом отношении вопросов также не возникает. Также хотелось бы привести данные из годового отчета за 2020 год, в котором компания декларирует, что 18 февраля 2021 года Совет директоров заменил предыдущее разрешение на обратный выкуп акций на сумму до 3 миллиардов долларов, из которых примерно 250 миллионов долларов осталось неиспользованными. Заменила это новым разрешением на обратный выкуп акций на сумму до 3 миллиардов долларов со сроком действия до 18 февраля 2024 года. Что касается инсайдерских сделок, то в марте 2021 года была зафиксирована сделка покупка 375 акций по стоимости $403 на общую сумму приобретения 151 тысяча долларов. Стоит отметить, что в текущий момент акции торгуются по аналогичной стоимости. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, то по картинке справа можно заметить, как Humana за 5-летний промежуток времени растет быстрее индекса S&P 500 и индустрии медицинского страхования. Если рассматривать доходность с 2010 года, то в данном отношении картина идентичная. Среднегодовая доходность составляет 21,5% с учетом реинвестирования дивидендов против практически 15% среднегодовой доходности индекса S&P 500. Давайте теперь ознакомимся с мнениями аналитиков. По мнению аналитиков, общий прогноз – строгая покупка. Прогноз основан на мнении 11 аналитиков, которые сделали свои прогнозы за последние 3 месяца. На будущий период, то есть 12 месяцев, средний консенсус-прогноз по стоимости акций ожидается на уровне $486 за акцию, что выше текущих отметок на 20%. Наивысшая оценка по стоимости акций равна $515, наименьшая $427. Все аналитики склоняются к росту данного актива. Давайте теперь посмотрим на прогноз по выручке и прибыли, который компания ставит перед собой. Касаемо прогнозов самой компании на будущий период,
то в этом отношении видно снижение прибыли по итогу 2021 года и далее увеличение прибыли в 2022 и 2023 году. Увеличение выручки в последующие 3 года будет составлять примерно от 7 до 10%. Увеличение прибыли на акцию в 2022 и 2023 году будет составлять примерно 10-15% в год. Давайте сравним компанию Humana с отраслью планов страхования в области здравоохранения. В таблицу сравнения включены компании, занимающие наибольшую капитализацию, такие компании как United Health, CVS, Anthem и Cigna. По показателю P на E торгуются выше среднего, но не критично. По показателю P на S находится в недооценке, по параметру P на B находится выше показателей аналогичных компаний, по цене к свободному денежному потоку выше рынка. В этом плане компания направила свободный денежный поток на покупку бизнеса, и в будущем периоде этот параметр должен прийти в норму. Отношение долга к собственному капиталу меньше единицы, дивидендная доходность ниже средней по отрасли, но в этом плане впечатляет рост дивидендных выплат, рентабельность собственного капитала выше рынка, и как видно по таблице, компания в сравнении с конкурентами выглядит достойно. Каких-либо критичных значений и переоценки с отраслью не наблюдается. А теперь давайте посмотрим на потенциальную доходность инвестиций и определим для себя соответствие 5 ключевым показателям. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акции на последующие 10 лет методом денежного потока и на основе EBITDA. По моим расчетам, средняя стоимость акции будет составлять $712, то есть я взял среднее значение по 50% от каждого метода расчета. При расчете стоимости акций на основе метода денежного потока я получил стоимость к 2030 году $694, а на основе EBITDA $732. На 2021-2023 года применил прогнозные показатели компании по прибыли, а после этого применил доходность 4%, то есть ниже фактически достигнутой, которая составляла 8,5% в период с 2011 по 2020 год, применяя при этом консервативную стратегию развития и оставляя подушку безопасности при моделировании прогнозной стоимости. По росту свободного денежного потока также применил 4% рост, как и показатель EBITDA. Теперь давайте определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимально приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию на долгосрочную перспективу. То есть внутренняя норма доходности при цене акции $405 на горизонте 10 лет будет составлять практически 17%. Это потрясающий показатель. Возврат на капитал при этом составит порядка 3 раз. Эта доходность выше средней доходности рынка S&P 500, и меня этот рост устраивает. Компания находится в недооценке. А по таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акции. Чем выше будет стоить акция, тем меньшую доходность мы получим на длительном горизонте инвестирования. И чем будет меньше стоимость акции, тем большую доходность мы получаем. Как вы думаете, друзья, считаете ли вы инвестицию в данную компанию хорошей инвестицией или нет? Напишите в комментариях свой ответ, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Давайте теперь подведем итог по оценке базовых мультипликаторов. По первым 6 позициям я повторяться не буду. Я уже сделал эту сравнительную оценку с отраслью. Акционерный капитал за последние 3 года растет, в среднем на 12% в год. Маржинальность бизнеса равна 3%. Находится в допустимых своих исторических значениях. Показатель маржинальности выше отрасли. Прогноз на будущий период позитивный. В 2022 и 2023 году ожидается увеличение выручки и прибыли. Аналитики ожидают рост стоимости акций от текущих отметок на 20% в ближайший год. По инсайдерской информации зафиксирована сделка по стоимости акции в $403. Компания в настоящее время торгуется за $405. И по обратному выкупу акций все в порядке. Компания активно выкупает свои акции из рынка и утвердила новую программу обратного выкупа акций. Подведем итог всего вышесказанного. Оценим компанию по 5 ключевым показателям. Рост выручки, да, он есть. Если смотреть диапазон с 2011 по 2020 год, то этот рост составляет практически 9% в год. Рост прибыли, да, он есть. Прибыль увеличивается в среднем на 10% в год. Свободный денежный поток, да, растет. В среднем на 12% в год. Долг к собственному капиталу составляет меньше единицы. И справедливая стоимость акций, да,
Компания в настоящее время недооценена, имеет двузначную норму доходности, что выше среднего роста индекса S&P 500, и я склоняюсь к покупке данной компании. Компания заслуживает внимания, она платит дивиденды, имеет позитивный прогноз на будущий период, и стоимость акций находится в справедливых значениях. Также она относится к защитной индустрии. Мнение, конечно же, субъективное. Это не персональная рекомендация. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Держите ли вы компанию Humana в своем портфеле? Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. И не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. Всем удачи! Не забывайте о диверсификации своего портфеля. Мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!